Юрий Д. Голая тетка, окруженная в полосочках, квадратиках. Не про все картинки. Я ничего в этом не понимаю, но хочется понять, зачем тетка нарисована в окружении разноцветных пятен. Вы могли бы мне пояснить? А ему Альгея пишет, что Юрий Д. Голая тетка как-то не очень. Договорить ничего не хочется после этого, потому что не поймете. Всего доброго. Но это опять к нам наш дружок в 4-й раз заглядывает. Я не знаю ни японского, ни китайского. И когда я вижу иероглифы, они вызывают у меня какой-то трепет, уважение к языку. Это язык, на котором они открывают книгу, да, на которой иероглифы написаны. Они знают, о чем там написано. Это инструмент общения, иероглифы, язык. Книга с иероглифами для меня просто, я не знаю, бумага с какими-то знаками. Но если я знаю язык, умею их читать, эта книга превращается в чудо. Она может открыть для меня что-то, целый мир, возможно. В противном случае это просто бумага, на которой что-то напечатано, которая имеет вес, она тяжелая, все. Больше ничего, никакой информации для меня, не знающего, нет. Так и живопись. Это язык общения, язык донесения какой-то информации. Как человек. Для кого-то это просто кожа, там внутри кости, зубы, волосы и так далее. А для кого-то это то, что скрыто за всем этим, любимый. Это больше, чем кожа, кости и что-то еще, и слова. За этим всем стоит какая-то тайна, чудо. Вот сейчас исключим маркетинговую составляющую. Есть картины, которые действительно стоят очень дорого. Ну, и не только потому, что художника уже нет в живых. Первое, как мне представляется в моих беседах там, с какими-то коллекционерами, я понял, что есть такие произведения, на которые они смотрят, вот, обладатели больших денег, смотрят, и они не могут не купить, потому что в них все, они преображаются. И они преображаются каждый день, глядя на это произведение. Они становятся более любящими, они просто пребывают в этом восторге. Это наркотик некий. Глядя на картину, он испытывает эйфорию, восторг. И не только от того, что он приобрел. Ну, исключаем эту штуку. А от того, что исходит, от синергии, от резонанса. И представим себе, что мы зададим вопрос коллекционеру, который находится в этом состоянии, почему там полосочки, почему там кружочки какие-то, квадратики, он даже не поймет, о чем речь. Он не сможет вам ответить на этот вопрос. И, может быть, не станет отвечать на такие вопросы. То есть, другими словами, если человек задает такой вопрос, у него нет резонанса. С ним говорить бесполезно, не о чем, вообще не о чем. Это просто не его волна, не та частота, ну как радиоприемник на определенной частоте ловится какой-то шум идет, например, или там музыка. Так вот, этот человек не на этой частоте. Его радиоприемник не улавливает эту частоту. Мимо все проходит, просто шум. Как лягушка, она сидит на болоте и смотрит. Ей все равно абсолютно, кто пройдет. Медведь, человек. Она просто смотрит. Пятно какое-то прошло. Все. Ее круг интересов другой у лягушки. Это не значит плохо, хорошо. Просто другой. Чистота не та. Буратино «Золотой ключик» посмотрел ваши картины «Темпера индейца». Для интерьера очень хорошо будет смотреться. Даже пусть это мазня, смотреться будет отлично. Ну, вот это как раз подтверждение, что для кого-то это ничего не значит, а для кого-то будет отлично смотреться в коридоре, например. Элла Казакова: так хочется научиться писать мазню. Ой, да нет ничего проще. Понаблюдайте за детьми. У них все очень просто. Они быстро по пятнам раскладывают, закладывают
отношения, бум-бум, краски миллион сразу тонн. Ну так чего ж, надо стать ребенком просто и разрешить себе похулиганить. Я очень люблю на классах, которые живые провожу, какой-то выделять день, когда разрешается вот все, абсолютно. И проверено, когда человек перестает жалеть краску, не думать о ней. И идет в ход все, различные инструменты, включая салфетки, не знаю, травинки какие-то. И сразу энергия другая в работах. То есть, если есть базовый какой-то опыт, фундамент, который мы на классах изучаем, и, кстати, в видеоуроках тоже это есть, я попозже расскажу, если кто еще не знает, что это такое, ну, в онлайн-школе. Так вот, если фундамент построен, если он есть, на нем можно возвести любое здание, любой красоты, любого стиля. Вот что интересно. На классах я говорю, что я не учу вас писать, видеть, замечать тончайшие нюансы отношений, больших масс. Это все просто звучит. Вот в деле это очень сложно сделать. Поэтому живые классы необходимы. Ну, будет в Гурзуфе на майские праздники, приезжайте, записывайтесь. Будем 2 дня, как минимум, писать глицинию в Никитском ботаническом саду. Приглашаю вас, места еще есть. И в июле, прямо в начале, будет тоже класс в Гурзуфе. Так вот, в онлайн-школе фундаментальные уроки – это 1, 13, ну и 28, пожалуй, о перспективе. То есть основы композиции, как я это чувствую, на многочисленных, огромного количества примерах показано, как вообще мыслит художник. Основы видения целостного. Если кто-то еще пропустил эти уроки, то прошу обратить на них внимание. Ну и скидка 10% на все видеоуроки. Заходите в школу. Ирина Зубленко, как вы правы по поводу малых форматов. Не забуду свое первое впечатление от акварели «Цветок шиповника». Увидела в нашей Киевской галерее ее и не могла отойти. Потом посмотрела автора Врубеля. Это бесценно. Тогда еще не было отдельного зала Врубеля. Сейчас есть, но не все представлено. Иногда делают полную выставку его работ киевского периода. Главная картина «Девочка на фоне персидского ковра». Можно рассматривать бесконечно. Нам повезло, да, я завидую. Только что была большая выставка Врубеля в Москве. Я сделал видеоотчет, так что, если кто-то пропустил, посмотрите на этот ролик. Он недавно был выложен, так и называется «Врубель». Можно зайти в плейлист выставки художников и там посмотреть вообще, что есть. Там много чего уже накопилось. А по поводу малого формата, ну, акварели Врубеля бесценны. Именно они в Строгановке, когда я поступил, вот очень сильно заводили. Я тоже рисовал, ну, писал акварели небольшие, цветы там. Просто почувствовать стиль, почувствовать материал, стилизацию цвета, писать не в лоб, а писать ощущения. Это, конечно, Врубель на меня сильно повлиял. И я за малый формат, акварельный, почему бы нет. Очень интересно. Писать акварелью, эскизы, да и, в общем, работы, для меня это было заразительно. Сейчас я не так много пишу акварелью, но могу вам показать. Может быть, из-за того, что в масле чувствую просто больше возможностей, это мое. Но акварель очень люблю. Редко, но делаю акварелью наброски. Просто как-то запал на темперу, и хочется больше раскрыть для себя этот материал темпера. Он какой-то бесконечных возможностей. Акварель более тонкая, удивительная, да, но это тоже мое. Все мое. Любые материалы. Просто призываю не зацикливаться на одном, а писать всегда разными материалами. Чтобы был ход не по одной дорожке, а пробовать разные пути к вершине. Разные же тропинки ведут к вершине. Тогда художник раскрывается более полно, многогранно. На случай блокировки YouTube в Яндекс.Дзен или в Telegram добро пожаловать, ссылки в описании.